Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Полнолуние в Козероге 3 июля и период июля до 10 числа. Давайте рассмотрим подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. И не всегда с планетарными какими-то прогнозами совпадают карты Таро. Иногда вообще полярные какие-то вещи нам говорят. К слову, можете перейти либо в вкладку сообщества, либо на главную страницу моего YouTube-канала. Есть по планетарным событиям прогноз и гороскоп. Вы можете посмотреть это видео и соединить, совместить с Таро прогнозом. И я думаю, какие-то подсказки для вас будут. Ну, давайте узнаем, что думают карты. И первый вопрос, который мы зададим, первая карта, как влияет или оценка ситуации. Вот именно полнолуние. Это период такой, который не продлится долго достаточно. И он может быть в несколько дней. Между, словно находится в таком промежутке временном, между периодом конца июня, когда у нас Лилит или Черная Луна присоединилась к Венере. И вот когда Солнце войдет в ваш знак, и это будет 19 июля, снова присоединится эта самая Черная Луна, Лилит. Это есть какие-то события, которые во внешней среде, на которые мы не влияем, но вот которые будут влиять на нас. Но это будет потом, а сейчас такой относительно спокойный или стабильный период для нас самих. Вот мы как будто какие-то свои приоритеты должны на первый план поставить. В чем-то мы не должны ошибиться. И с другой стороны, это все-таки полнолуние. А полнолуние у нас всегда подведение итогов. Так вот, оценка ситуации и главное событие. Что для вас будет важно, может быть, в этот период? И каковы перспективы? Давайте узнаем неожиданные события или, в принципе, сами по себе неожиданности, чего может касаться. И узнаем, в чем нам повезет, по мнению карт. Итак, как на нас влияет? Ну, куда-то мы тут засобираемся. Это точно, как минимум. Или поближе, или подальше. Это 5 минут до старта. Называю эту карту тройка жезлов. С одной стороны, это когда у нас все под контролем, когда мы сами настроены на какую-то стабильность. Мы не хотим одевать розовые очки. С другой стороны, это все-таки жезлы, это ваша энергия огненная, поэтому мы не хотим из какой-то, знаете, глубокой философии, которая нас от темы может увести. Но есть налицо либо выбор какой-то, либо у кого-то это будет связано с поездкой, с переездом, может быть, куда-то очень далеко. У кого-то это будет связано с работой. Или, может быть, по каким-то другим причинам мы решили куда-то отправиться. И значит вопросы, что я буду там делать на другом берегу. Или чем я буду заниматься. Каковы мои вообще перспективы. Как по заработку, так и, может быть, и по отношениям. И здесь у каждого как-то по-своему. Давайте мы узнаем главное событие, правда? Тут мы учиться чему-то готовы. Своего рода сдача экзамена. У кого-то буквально мы сдаем экзамен, может быть, в учебном заведении, и перед нами предстоит уже какая-то трудовая деятельность. Есть момент перехода, есть, когда мы меняем статус, вот такое положение. А для кого-то из вас это тоже смена статуса, но это прохождение жизненного экзамена, когда мы делаем какие-то выводы правильные или подводим итоги. И вот как раз это 5 минут до старта, и по сути дела это карта прогресса или перехода из одного состояния в другое. Но по этой карте все-таки это у нас пентакли, как будто все, что мы изучаем, или когда мы открыты миру, когда мы готовы попробовать себя в каком-то совершенно новом деле. Но самое главное, мы хотим этим заниматься, у нас есть интерес, понимаете, как вдохновение. И нам показан, кстати, адепт на карте, который глаза закрыл, он уже себя где-то представляет. Вот мы так вот где-то упоенно можем заниматься любимым делом, работой, хобби, ремеслом каким-то. Ну вот то, что для нас сейчас наиболее важно и интересно. И в последующем нам это принесет финансовый доход. Все-таки у нас пентакли. Для кого-то из вас это банально. Я изучаю языки, а в последующем я буду более востребован на рынке труда. Или
Я собираюсь из своего хобби, из своего ремесла сделать основной способ заработка. И тоже вы можете изучать, как это лучше сделать. Кто-то будет изучать, может быть, законы, как лучше законным путем или оформить какие-то бумаги, документы для того, чтобы осуществить какой-то свой проект. Для кого-то из вас это может быть даже на работе без каких-то глобальных перемен. Но, с одной стороны, на работе какие-то могут быть подвижки в окружении, в вашем среди коллег, и которые тоже на вас каким-то образом будут влиять. Или, может быть, руководство меняется, или меняются какие-то требования, например, да, приказы поменялись. Нам надо будет, может быть, отчет как-то по-другому сделать, и мы тоже вынуждены что-то по пунктам изучать. И для нас так или иначе, в последующем это какой-то будет денежный эквивалент. Просто эта карта, безусловно, проиграется у каждого по-своему. Давайте мы посмотрим, каковы же перспективы. Правда, к финансам. И здесь по девятке Пентаклей получение конкретной суммы денег. Деньги у нас будут. И для вас, мои дорогие львы, как раз финансовая составляющая может выйти на первый план вот за эти первые 10 дней июля. Или я хочу больше денег зарабатывать. И в связи с этим вы будете менять работу. Где я буду работать? Каким образом я могу зарабатывать? Наверное, будут основные вопросы, по крайней мере, так видят карты. Давайте мы посмотрим неожиданные события или неожиданности, и нам снова про деньги. У нас приходит какая-то крупная сумма денег, нам может кто-то помочь буквально в зарабатывании денег, это как компаньоны могут быть. Если вы занимаетесь личным творчеством, это карта мецената. Значит, вы найдете для своего проекта человека, который вас поддержит, кому вы будете вместе с вашим творчеством в принципе интересны. И здесь плодотворное сотрудничество. Вот это все-таки в неожиданностях. Значит, у кого-то из вас может быть поступление как крупной суммы денег или появление человека, который будет олицетворять тоже где-то или поддержку, или, может быть, помощь, как вот ваш какой-то проект. Может быть, это просто даже руководитель на работе, но заметит, предположим, вас по вашим каким-то действиям, по вашей работе, и, может быть, что-то предложит, или заметит еще кто-либо. Но есть прогресс, безусловно. И карта нам 6 все-таки, а 6 это любая карта Таро, какая-то победа. И вот здесь как будто в неожиданностях финансовая какая-то победа. Может быть, вы важное решение примете, мои дорогие львы и львицы. До этого времени вы раздумывали, стоит мне этим заниматься или нет, стоит ли мне двигаться в этом направлении, или развивать свое дело и уйти, допустим, с основного места службы. И вот здесь какое-то важное такое решение, скорее всего, осмысленное. Знаете, если до этого было так, 50 на 50, может да, может нет. То есть и еще мы о чем-то, может быть, в июне предполагали, размышляли, а здесь вы окончательно определяетесь. Очень продуктивно для вас проходит, надо сказать, полнолуние. И если про неожиданности, тут скорее какие-то приятные возможности. И что нам помогает? Вот когда мы вместо 7 каких-то кубков таких, знаете, иллюзорных, ведь один только мы можем взять. В 7 сразу не получится, не удержим. Или в 7 направлений мы сразу не пойдем. От вашего какого-то правильного выбора будет зависеть ваше как благополучие, качество жизни, материальный успех, так и прогресс вообще в делах. Тут словно самого себя увидеть в каком-то новом ключе, поверить в самого себя. И я понимаю, что вообще львам свойственно, когда вы в себе не сомневаетесь, но бывают же минуты, когда начинаются вот эти самые самокопания. И нам будет помогать, когда мы долго на глубине эмоций не застреваем. И с другой стороны, мы не очаровываемся, чтобы потом не разочароваться. Вот этот момент, он тоже присутствует. Надо сказать, что семерка, и она выпадает после 6. 6, если мы сказали, что это всегда победа. И по нумерологии вся активность проходит словно в 6 этапов. 6 завершающий, поэтому и победа. А следом идет 7. Это неизбежная пауза. Это когда и мысли в порядок надо привести.
Может быть, кому-то чувства в порядок, правда. У кого-то проиграется и личная жизнь вместе с вопросами вашего благополучия финансового и вашей последующей трудовой деятельности. У кого-то такой замес может быть. Все в одну кучу смешалось, вполне вероятно. Но, значит, так придется разобраться, может быть, для вас одна какая-то сфера жизни потянет все остальные, и так ведь тоже может быть. Поэтому Его Величество выбор мы должны делать продуманно, не спеша, исключая всяческие эмоции, как и со знаком плюс, так и со знаком минус. Потому что розовые очки, как известно, бьются стеклами внутрь. Придет это разочарование. Поэтому ставить каких-то иллюзорных перед собой успехов или надеяться на авось, ну, точно этому не время. Нам как раз помогает больше какая-то логика, рационализм, или я бы даже сказала, конкретный математический подсчет. Значит, есть что посчитать, и это уже хорошо. Оценка ситуации, тройка жезлов. Ведь это, правда, сама по себе карта как выбора. У нас человек показан, который стоит на берегу. Опять кораблей, а корабль это один из символов Меркурия. Значит, как минимум 5 каких-то вариантов информационных придет к вам на ваш порог. Или где-то будет все равно какая-то новость связана либо с вашим новым видом деятельности, либо с какими-то новыми вариантами сотрудничества, либо какая-то из этих новостей будет связана с личной жизнью. Ну вот есть то, что нас заставляет идти вперед. Нам самое главное определиться, на какой же мы корабль. Запрыгнем и помчимся в счастливое будущее. Правда, для вас эти дни очень продуктивны. Ну и в первую очередь как будто больше через позицию финансов. Если отношения, значит, наверное, все-таки тоже где-то через какую-то конкретику. Если работа, значит, каков вот этот взаимообмен, если я отдаю силы, то какой будет эквивалент денежный? Или конкретно по бизнесу, сколько я могу на этом заработать? Вот как-то так. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.